Вечная непостижимая тьма – это период пралаи всех проявленных форм и ступеней, в которых на каждом этапе проявления есть свои ступени проявлений и, соответственно, сворачивания. Или это то, что находится за гранью пралаи? Вечная непостижимая тьма – это как бы предвечный космос, это его состояние. Это состояние такого абсолютного пространства. А пралая и манвантара находятся в этой тьме непознаваемой. То есть в самой тьме находятся все периоды. И пралая и манвантара существуют как периоды, как ступени. Но в этих ступенях, в пралае, все в единстве. Там ступени как таковые исчезают, там продолжительность. А в манвантаре существуют те ступени для совершенствования сознания, согласно манвантарному циклу или проявлению Вселенной. Начало манвантары дает импульс на все планы бытия, всей потенциальности будущего проявления по всем ступеням. Пралая – постепенное сворачивание или завершение, растворение проявления, состояние единства всех форм в единой неформе несуществования. Нет окончательной пралая, есть частичная, следовательно, так же, как и циклов манвантары. Происходит одновременное завершение циклов пралая и проявление зари манвантары в вечной непостижимой тьме в пространстве небытия. В космическом проявлении существует бесконечное множество периодов проявления и сворачиваний. Тайная доктрина говорит нам о 7 циклах. Эти 7 циклов, они ассоциируются как с солнечной манвантарой и пралаей, так и солнечной системой, которая включает в себя планетарную цепь. Она также семеричная. На планете расовая семеричность проходит 7 раз. И так, по аналогии, все эти 7 циклов обозначены. Но каждый период имеет свое число лет, согласно которому идет определенный цикл эволюционного процесса. Существует закон относительности, поэтому точность периодов, она всегда будет относительно необходимости данного сейчас какого-то явления. Поэтому майя, она существует как закон относительности. Поэтому любая иллюзия – это относительно чего-то. И любая причина относительно следствию. И следствие относительно причине. В космическом проявлении существует бесконечное множество периодов проявления и сворачиваний, точно так же, как и в сознаниях человеческих. Множество циклов каждой индивидуальности. Но существует общий, единый, мощный импульс, который дает силу проявления по всем сознаниям или периодам проявлений. Это критическая точка переходных периодов. И в одном из таких циклов мы сейчас проживаем множество событий. Когда придет тот момент и час пробьет, все растворится? Все происходит в свое время, по необходимости. Когда час пробьет, то все проявится, так как начнется время. Что несет в себе луч вечной тьмы? Луч вечной тьмы полон возможностей для проявления вечной жизни, в беспредельности форм и упадки. Его мощь, проявляющая как побуждение к действию устремленного желания, желания познавания. Луч вечной тьмы несет в себе свет, блистающий свет или жизнь. Сила жизни в великой потенциальности, когда животворящий зародыш получит свой первый духовный импульс, и тогда потенциальность станет действительностью. В комментариях говорится о луче блистающего света. Можно ли это связать с силой Крия-шакти? Луч блистающего света исходит в силу необходимости в начале зари манвантары, который есть и носитель закона законов. И чистая мысль есть то, что он несет. Значит, блистающий свет лученосен, и отражение этого луча являет чистую мысль.
плана единого, как сила Крия-Шакти. Явление Фахата можно связать с силой Крия-Шакти. Луч блистающего света – это необходимость цикла начала Манвантары, когда луч вечной тьмы становится лучом блистающего света и пронзает зародыш, появляется жизнь. Фахат – первый шаг этой жизни, как и сила Крия-Шакти в человеке, которая открывает первый шаг к творческой мощи его сознания. Матрипадма не набухла, потому что не наполнена светом или разумом. Час просто еще не пробил для привхождения луча, то есть утроба матери еще не выказала готовность для его принятия. Матрипадма не набухла, так как форма будущей проекции Вселенной еще не стала неформой, то есть не принесла себя в жертву основной внутренней великой мысли. Эта мысль – единение. Она есть лона пока, или основа пространства вселенского, творящая мощь духа и материи в стадии набухания, в стадии соединения. Каким образом и откуда в нематериальном мире Пралая появляются духовные прототипы всех вещей, которые становятся материальными на Земле? Когда 3 упадают в 4, и упадхи становится носителем сознания, и соответственно этому есть возможность к жизни сознанию или проявлению непроявленного. Духовные прототипы всех вещей – это материальные прототипы предыдущей Манвантары. Это ее лучший духовный опыт. Зачем пространству нужна эволюция Земли, Солнечной системы, космоса? В чем и как эволюция проявляется в Пралае? И влияет ли она на дух и на духовные прототипы? Пространству ничего не нужно. Оно просто есть как потенциальная возможность. Эволюция нужна сознанием в пространстве и времени. Пространство как место, а в нем все творится вечностью дыхания. Пространство позволяет проявиться закону непреложному, закону эволюции. В Пралае происходит свертывание форм. Это завершение растворения. Именно Пралая сохраняет дух вечности. Духовные прототипы, как самый лучший опыт Манвантары, сохраняется именно в Пралае. Символ Матрипадмы – шестилучевая звезда. А набухает она когда? Шестилучевая звезда – символ природы, а Матрипадма – как утроба мира, в которой природа, луча вечной тьмы, зароняет зародыш, Вселенную или точку в круге, как потенциальность сил побуждений для формирования и развития этих возможностей. Следовательно, Матрипадма набухает возможностью зародыша. Шестилучевая звезда – это состояние Матрипадмы, когда уже она набухла, и луч уже пронзил зародыш, 3 уже упали в 4. И великий символ 6 сил, слитых в 7-е состояние, раскрывает сердце. Я правильно поняла, что час еще не пробил, это не было зародыша или точки, и не было луча, но когда пробьет час и луч пронзит зародыш, то Матрипадма набухает, а что проявится потом? Или родится из Матрипадмы? Зародыш находится всегда в пространстве, либо в активном, либо в пассивном состоянии, как капли в океане, составляющие этот океан. Но они в своей потенциальности, а как пробьет час, то есть когда время придет, готовность Матрипадмы принять ассимилирующий луч, то каждый зародыш или точка в яйце пронзается или побуждается силой желания жить или набухать, и Вселенная начинает разрастаться взрывом возможностей. Когда час пробьет и луч пронзит зародыш, Матрипадма набухнет, то проявится огненная мощь синтеза, вечное знание.
Состояние Матрипадмы, которое не набухло, это жертва формы внутренней мысли. А что это за мысль? Это мысль, несущая план вселенской жизни со всеми потенциальными возможностями согласно закону развития сознания. Первая жертва формы первой внутренней мысли. Это «я» становится единым с Духом. И «я» исчезает в этом свете высшего единства. На семинаре было много аспектов выражения точки. Точка как канал, уходящий в беспредельность. Значит ли это, что цель эволюции – достижение беспредельности? Цель эволюции в осознании мысли божественной или всей потенциальности точки или зародыша на Манвантару. Цель эволюции – совершенствование форм, в их утончении и завершении, как итог. Точка – необходимое условие, это переход из одного состояния в другое. Ведь предела совершенствования не существует, его нет. Точка, как переход из одного состояния в другое, является неизбежной серединой. Если Матрипадма – это вечное яйцо, то что можно назвать мировым яйцом? То, что стало мировым, и есть суть мирового яйца, которое является как нумен. Вечное яйцо – потенциальность, а золотое яйцо – феномен жизни. Вечное яйцо – пространство, Матрипадма. Мировое яйцо – первая стадия проявления. Это атом, недифференцированная первичная материя, в которой зародыш получит свой первый духовный импульс. Атом неразрушим, как первая божественная единица. Зародыш – это вся непроявленная природа, творческая сила Брахмы. Неожиданно прозвучало в конце стихотворения о лжи и правде, что час не пробил. Это значит, правда не проявилась? Но тогда откуда столько лжи на земле? После дифференциации все сознания пребывают в состоянии майя. В феноменальном мире в состоянии иллюзорного, очевидного, чувственного восприятия или седьмого покрова матери мира. В этом состоянии и находятся многие люди на земле, названные чистилищем души, ибо человек должен устремляться, познавая и приближаясь к действительности, преодолевая иллюзию феноменального мира или седьмого покрова в его трехмерности представлений. Четвертое измерение есть время. Тайная доктрина говорит о времени. Оно и есть врата вечной жизни, творческой, осознанной причины бытия. Любое отражение есть тень. Тень не может быть светом. Высшая правда, а ее тень – это ложь. Для каждого сознания рано или поздно пробьют свой час, когда человек сможет распознать вечное от приходящего, правду от лжи, добро от зла. Высшая правда или истина, она одна сияет вечно, как солнце. В космическом напряжении нет закона, который не был бы основан на вечном строительстве. И только человек строит на песке до определенного часа. Когда пробьет час и высшее эго воссияет, тогда человек начнет строить на основе вечного. Это и есть битва, и эта битва прекрасна, потому что лишь в битве решается судьба. Уничтожение тьмы есть продвижение, ведь человек порождает не только воплощенных, но и другие эволюции вечной правдой сияющего света. Аум.